Середина IV века нашей эры. Противостояние между Римской и Персидской империями за власть над Ближним Востоком продолжается, время от времени перерастая в кровопролитные войны. В этот период Армянское царство, которое по итогам Митридатовых войн потеряло часть своей территории, выступает в роли буферной зоны между двумя империями. Армянское царство связывало с Римской империей одна вера, а также вассальная зависимость. Поэтому в войнах против сасанидов оно выступало на стороне римлян. Подобное положение дел сохранялось довольно долго, пока по итогам очередной римско-персидской войны, которая закончилась неудачно для Рима, не был подписан Нисибисский мирный договор. По условиям этого договора Армянское царство было разделено на две части, которые вошли в состав Римской и Персидской империи. Друзья, хочу вам рассказать про канал Исторический контент. Автор канала снимает интересные видео на историческую тематику, из которых вы можете узнать о жизни прокаженного короля Иерусалима Балдуина IV, о том, как проходили древнегреческие оргии в Вакханалии и многое другое. Рекомендую посетить канал, ознакомиться с контентом и поддержать автора лайками и подпиской. Ссылка в описании. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в восточной части Армянского царства, которое оказалось под властью Персии, долгое время сохранялась власть местной династии Аршакидов, пока в 428 году последний царь из этой династии не был свергнут, в результате чего Армянское царство было преобразовано в Персидскую провинцию. Даже после преобразования в Персидскую провинцию у бывшей территории Армянского царства сохранилась существенная автономия, и все руководящие посты в Персидской Армении занимали армяне. Более того, в этот период в Персидской Армении наблюдался культурный подъем, который выражался в строительстве церквей и школ. Ситуация изменилась в 438 году, когда новым персидским царем стал Ездигерд II. После восхождения на престол этому царю удалось не только существенно укрепить границы своего государства, но и наладить отношения со своим главным врагом – Византийской империей, которая появилась после раздела Римской империи на две части. К 447 году единственной проблемой для Ездигерда II оставалась армянская провинция. Он опасался, что местное население в случае очередной войны с Византией может предать его и встать на сторону своих единоверцев. Чтобы исключить подобный переход армян на византийскую сторону в случае очередной войны, персидский царь принимает решение приобщить их к традиционной для персов вере – зороастризму, заставив отказаться от христианства. Для воплощения в жизнь этого плана он направил в персидскую Армению своего представителя – Деншапуха, который провел перепись населения, а также отстранил армян от управления провинцией, заменив их персами. Передав управление армянской провинцией в руки персов, персидский визирь издает специальный указ с требованием к местному населению отказаться от христианства и перейти в зороастризм. Местное население отрицательно восприняло это нововведение, и в 449 году в Арташате был организован собор, в котором приняло участие армянское духовенство и представители местной знати. На соборе было принято решение не выполнять указ персидского визиря и не отказываться от своей веры. Когда персидский царь узнал о решении собора в Арташате, он решил действовать по-другому. По его приказу в столицу персидского царства Ктесифон были вызваны отстраненные от власти правители армянской провинции Васак Сюни и Вардан Мамиконян вместе со своими семьями. Персидский царь потребовал от них, чтобы на восходе они упали на колени, приветствуя солнце, которое играло ключевую роль в зороастризме. Находясь по факту в роли заложников, представителям армянской знати пришлось подчиниться требованиям персидского царя. Добившись своего, Ездигерд осыпал Васака Сюни и Вардана Мамиконяна дорогими подарками, после чего отправил их в армянскую провинцию вместе с 700 жрецами,
которые должны были обратить весь армянский народ в зороастризм. Вардан Мамиконян, не желая участвовать в обращении своего народа в зороастризм, перебрался в подконтрольную Византии часть Армении, где планировал прожить остаток своих дней. Васак Сюни также отошел от дел, так как не планировал участвовать в воплощении в жизнь плана персидского царя. Так как с момента принятия армянами христианства прошло более 150 лет, они не горели желанием менять свою веру на зороастризм. Поэтому, когда присланные персидским царем жрецы начали закрывать христианские церкви, то столкнулись с упорным сопротивлением местного населения. По всей персидской Армении стали разгораться стихийные восстания. И к весне 450 года восстание охватило все уголки армянской провинции. Во главе восстания против персидского царя стал Васак Сюни, а также вернувшийся из Византийской империи Вардан Мамиконян. На начальном этапе восставшим сопутствовала удача. Они смогли разгромить все персидские части, находившиеся на территории провинции, после чего лидеры восставших отправили послание византийскому императору с просьбой о помощи. К сожалению для армян, все силы византийского императора были направлены на отражение угрозы со стороны гуннов под предводительством Аттилы. Осознав, что помощи от византийского императора не будет, один из лидеров восставших, Васак Сюни, вместе со своими людьми перешел на сторону персидского царя, из-за чего в армянской провинции началась гражданская война. К осени 450 года повстанцы под предводительством Мамиконяна сумели оттеснить Васака Сюни вместе с его вооруженными отрядами в труднодоступную горную местность. Стремясь остановить кровопролитие, Мамиконян отправляет послов персидскому царю с предложением прекратить восстание в обмен на обещание религиозной свободы для населения армянской провинции. Несмотря на то, что персидский царь согласился на предложение Мамиконяна, боевые действия вскоре возобновились. Чтобы разбить армию повстанцев и окончательно подавить сопротивление в армянской провинции, персидский царь отправляет крупную армию, которую возглавил полководец Мушкан Нисалавурт. После того, как персидская армия вступила на территорию армянской провинции, к ней присоединился Васак Сюни вместе со своими отрядами. Узнав о том, что персидская армия вступила на территорию армянской провинции, войско повстанцев под командованием Мамиконяна, которое собралось поблизости от Арташата, начало движение навстречу персам. В свою очередь, персы, продвигаясь вглубь территории армянской провинции по левому берегу реки Аракс, увидели ровное поле, которое вошло в историю как Авараирское. Поле было достаточно большим и ровным, его пересекала всего одна мелководная река Тхмут, поэтому персам она показалась идеальным для предстоящего сражения. Персы разбили лагерь неподалеку от реки Тхмут и стали дожидаться подхода армянской армии. Мамиконян вместе со своим войском подошел к реке Тхмут 25 мая 451 года и разбил лагерь, чтобы дать своим людям отдохнуть. Утром 26 мая 451 года персидские и армянские войска начали формировать боевые построения. Армянское войско расположилось на северном берегу мелководной реки Тхмут, а персидская армия построилась на ее южном берегу. Что касается сил сторон, то согласно мнению историков, численность армянского войска составляла от 60 до 100 тысяч воинов, а численность персидской армии составляла от 200 до 250 тысяч воинов. Эти цифры могут оказаться завышенными, так как хронисты того времени при описании сражений часто преувеличивали численность противоборствующих сторон. При этом с уверенностью можно сказать лишь то, что войско персов было крупнее армянского, а также то, что в армянскую армию входили не только профессиональные воины, но и ополченцы, которые не обладали серьезным военным опытом. Мамиконян построил свою армию по стандартной для того времени схеме. В первой линии расположились лучники,
а за ними построились копейщики. Кавалерия разместилась справа и слева от основного войска, чтобы прикрыть его фланги. Персидское войско построилось по аналогичной схеме. В первом ряду также расположились лучники, а за ними персидская тяжелая пехота, усиленная боевыми слонами. Правый фланг персидского войска защищал перебежавший на сторону персов Васак Сюни вместе со своими людьми, а также кавалерия наемников из варварских племен. На левом фланге расположилась персидская кавалерия, среди которой был и полк бессмертных, являвшийся элитой персидской армии. В самом начале сражения персидские и армянские лучники приблизились к берегам реки и начали взаимный обстрел. Спустя некоторое время персы начали атаку на левом фланге. Персидская кавалерия пересекла реку и напала на правый фланг армянского войска. Мощным ударом персам удалось оттеснить армянские отряды от берега реки, но армянам все же удалось выдержать удар персидской кавалерии и связать ее боем. В это время в атаку пошел левый фланг армянского войска, которым лично командовал Мамиконян. Стремительный удар армянской тяжелой кавалерии опрокинул отряды Васака Сюни и наемной варварской кавалерии, заставив их начать поспешное отступление с поля боя. Воодушевившись успешной атакой своего лидера, центр армянского войска также пошел в атаку. Армянская пехота начала форсировать реку, на южном берегу которой их встретили персидские отряды и боевые слоны. Обратив в бегство правый фланг персидского войска, Мамиконян развернул свою кавалерию и попытался нанести фланговый удар по персидской пехоте. В свою очередь, персидский полководец разгадал маневр Мамиконяна и принял решение ввести в бой свой резерв. Таким образом, армянскую кавалерию под командованием Мамиконяна встретил вовремя успевший занять позиции резерв персидской армии. В самый разгар сражения в бой вступают персидские отряды, которые были оставлены для охраны лагеря. Подкрепление персов ударило в тыл увязшей в рядах персидской пехоты армянской кавалерии. Численный перевес персов предрешил судьбу армянской тяжелой кавалерии. Несмотря на упорное сопротивление, персам удалось полностью уничтожить тяжелую кавалерию армян. Мамиконян храбро сражался и погиб в бою вместе со своими людьми. После разгрома армянской кавалерии, освободившиеся персидские отряды усилили давление на центр армянского войска. Несмотря на гибель своего предводителя и численное превосходство противника, армянские отряды продолжили сражаться. Битва продлилась до конца дня. Но когда персам удалось полностью уничтожить правый фланг армянского войска, поражение армян стало очевидным. Оказавшись в безвыходном положении, оставшиеся армянские отряды начали отступать, преследуемые персидским войском. В сражении погибла большая часть армянской элиты. Не имея возможности открыто противостоять персидской армии, оставшиеся армянские отряды укрылись в горных крепостях и перешли к партизанским действиям. Несмотря на прилагаемые усилия, персам долгое время не удавалось полностью подавить восстание армян. Разгоревшаяся партизанская война привела к разорению персидской Армении, что существенно снизило размер поступлений в персидскую казну. Перешедший на сторону персов Васак Сюни так и не смог убедить своих соплеменников прекратить сопротивление, что вызвало недовольство у персидского командования, из-за чего он был отправлен в столицу Персии, к Ктесифон. Во время судебного разбирательства были обнаружены письма Васака Сюни к византийскому императору с просьбами о помощи восставшим. Также было выяснено, что при подавлении восстания он преследовал свои личные интересы. Выманивая местных правителей из их крепостей, он их убивал и присваивал себе новые земли. В итоге Сюни был приговорен к смерти. Воспользовавшись тем, что персидское войско было занято подавлением армянского восстания, гунны начали активно разорять приграничные территории. Чтобы освободить войска для борьбы с гуннами,
Ездигерд II разрешил армянам исповедовать христианство и тем самым положил конец восстанию. Но в 459 году Ездигерд II умирает, и новым персидским царем становится его сын Пероз, который возобновил преследование христиан. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.